Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд. Это видео не просто так я назвала, потому что захочется все-таки в это лето стать немножко такими расслабленными. По крайней мере, июнь будет задавать такой легкий тон, легкости движения, такой, я бы так сказала, не очень сильного напряжения, но все-таки напряжение она у нас немножко сегодня будет, да, все-таки без напряжения никак, потому что мы с вами живем в меняющемся мире, и этот мир, конечно же, сделан для того, чтобы нас всех закалить, поднять на новый уровень, и чтобы мы становились теми людьми, которыми мы пришли в этот мир стать. Итак, дорогие, передо мной астропроцессор готова вещать вам на 3 месяца. Это июнь, июль и август. Это лето надежды 2024 года. Ну что, мои дорогие, красивые, все те, кто смотрел, конечно же, мой прогноз на июнь, понимаете, что в принципе он не такой уж очень сильно сложный. Да, конечно же, сейчас немножечко такой момент проходит начало июня, Венера в квадратуре с Сатурном, и здесь такая история, когда немножко сухость, отдаление, сухость эмоций, естественно, да, то есть какие-то недомолвки, где-то немножко обиды, где-то вы затрудились и потерялся контакт со своей второй половинкой. Это нормально, ребят, понимаете, что такое иногда бывает, но в июне, скажу вам, делать многие вещи гораздо легче и беспроблемнее, нежели это будет сделать в июле и в августе. Я вам, конечно же, расскажу, почему так. Итак, у нас с вами сейчас идет на небе такой период, когда все-таки Сатурн уже разъезжается, уже становится чуточку полегче, мы плавно движемся с вами к мощной такой сложной, одной из сложных цифр дат в этом году. Это у нас летнее солнцестояние 20-21 июня. Почему две даты? Потому что в западном полушарии это 20 июня, в восточном полушарии это 21 июня. И, конечно же, здесь история того, что да, Солнце переходит в знак, я бы так сказала, рака, переходит в соединении с Меркурием, с Венерой. Естественно, вы все очень тонко почувствуете это настроение. И здесь, конечно же, можно было сказать, что все вот оно вот такое просто так, не так уж и напряженно. Но следом у нас, конечно же, 22 июня у нас, ребята, полнолуние. Полнолуние у нас будет в Козероге, что для вас, дорогие весы, история не совсем легкости и совсем не про принятие. Плюс здесь еще, конечно же, это полнолуние и солнцестояние будет на квадратурах, поэтому здесь история того, что на небе у нас большой квадрат или тау-квадрат его называют, или большой крест, как угодно, да, то есть конфигурация такая сложная, эффект от нее плюс-минус 3 дня до этого события и после. Здесь история, конечно же, сложные эмоциональные дни, да, сложные эмоциональные переживания, да, эмоциональный, да, но для того, чтобы из этого выплыть из этого состояния, потому что полнолуние в Козероге это всегда история того, что мы вот даем себе выхлоп вот этих самых эмоций, мы начинаем разговаривать, мы начинаем над отношениями трудиться, потому что у нас всегда летнее солнцестояние, это про семью, это про любовь, это про те ценности нематериальные в этом мире, но почему-то большинство к ним подходит через материальный, то есть через финансовый аспект. И да, дорогие весы, здесь, конечно же, будет такая немножко у вас переоценка ценностей, это неплохо. У кого-то она будет посильнее, у кого-то она будет полегче. Понимаете, да, что мы все разного времени рождения, мы родились в разные местах. У нас у всех разное воспитание, разный возраст как минимум. И поэтому, понимаете, да, на планете 700-800 миллионов весов, и у всех одинаковый прогноз не может быть. У всех одинакового состояния
в этот день не может быть, да, поэтому у кого-то персонально проиграется это сильнее. Конечно же, те весы, которые находятся в возрасте 20-25 лет, будет чувствоваться такое сильно мощное состояние, энергия будет вот такая вот напряженным. Конечно же, те весы, которые уже там 35 плюс, 45 плюс, 60, это, конечно же, история уже, когда задачи совершенно другие, они сложные, здесь уже и игра, которая требует свеч, да, и мы понимаем, что, конечно же, если в этот день, в эти дни, да, вы поняли, что вы очень рады всему тому, что у вас есть, все то, что вы цените, я говорю сейчас не о материальном мире, я сейчас говорю о семье, о тех людях, которые вас окружают, тогда вам будет проще пережить все трудности, в принципе, этого лета, потому что лето на самом деле сложноватое, и месяца июль и август заставят потрудиться, эмоционально потрудиться в том числе, особенно если вы женщина, то да, конечно же, у нас, у женщин, всегда мы вытягиваем все события эмоциями, да. Мужчинам в какой-то момент проще, они вытягивают это финансово, то есть материальным аспектом, да. Если женщина вытягивает это эмоциями, значит и мужчина, естественно, в финансах становится сильнее. Поэтому здесь история того, что понимаете, что аспекты будут действовать и даже на другие знаки зодиака, да, будет очень сильно, естественно, если ваш партнер телец ощущаться, если козерог в том числе, даже если рыбы, однозначно будет очень сильно ощущаться, потому что все эти планеты летом будут, правители этих знаков летом будут идти в ретроградное движение. Венеру так вообще, которая тельцами, да, управляет все лето, нужно будет потрудиться. Естественно, у нас в конце июня разворачивается Сатурн. 30 июня идет разворот Сатурна, поэтому здесь, конечно же, ребята, понимаем, что профессионализм, все наши навыки, работа, карьера и статус начнут немножко тормозить. Немножко тормозить и делать такой, я бы сказала, сложноватый момент того, что большинство проектов остановится, особенно если в вашей натальной карте Сатурн слабый или вы вообще отрицаете энергию Сатурна, тогда, конечно же, да, многое остановится. И если же в вашей натальной карте сильный Сатурн, вы прекрасно владеете энергиями Сатурна, вы весы, которые классно в легкости договариваются, строите партнерские отношения, но при этом, когда приходит время попахать, вы спокойно, засучив рукава, начинаете свою работу браться. Работа, ребята, у всех разная, да. Я говорю сейчас про работу, которая можно, конечно, и лопатой махать, да, но есть разные работы. Есть интеллектуальная работа, есть работа творческая, да, есть работа физическая. Нет хорошей и плохой работы. Есть та работа, которой лично вы сейчас занимаетесь. И здесь, конечно же, понимаете, та работа, которая связана со строительством, та работа, которая связана со всеми сатурнянскими историями, да, она вот здесь остановится. И остановится в том случае, если вы энергиями Сатурна не владеете. Потому что те натальные карты, повторюсь, у кого сильный Сатурн, и вы прекрасно понимаете, так, сейчас необходимо потрудиться и сделать больше, чем я когда-то делал, тогда да. Тогда вот эта неделя, последняя неделя июня и начало июля у вас пройдет с подъемом энергии. Несмотря на то, что это уходящий лунный цикл, да, и вроде как бы сил меньше, но вы не эмоциональный такой, а более физический знак, тогда да. Тогда все будет хорошо. Плюсом, ребят, 3 июля у нас с вами на небе разворачивается Нептун, и он уходит в ретроградное движение. Естественно, эта неделя будет тоже вызывать очень много эмоций и переживаний, особенно у тех весов, кто родился в начале весовского вот этого периода, да, то есть сентябрьские, то есть первые 5 денечков, и здесь такие эмоции. И развернется этот Нептун не просто так, он развернется в оппозиции с Лилит. И здесь, конечно же, история того, что Лилит сейчас вот к тем весам, которые находятся в начале весовского периода, первые 5 дней делает в ваших транзитных картах персональных такое соединение с натальным вашим солнцем. И здесь история того, что страхи, переживания, иллюзии, обманы, самообманы, измены. То есть здесь история вообще очень мощная, такая глобальная, которую можно
ну, подкопать, конечно же, очень много страхов и фобий, которые далеко-далеко были так убраны, и это те моменты, которые вы избегаете. Поэтому здесь, конечно же, эта неделя, первая неделя июля, будет такой для освоения, я бы так сказала, каких-то сложных моментов и горизонтов, сложная, потому что эмоции будут одолевать. Здесь, конечно же, что необходимо сделать? Ну, во-первых, сделать свой максимум в июне, потому что этого будет сделать гораздо проще, несмотря на то, что Сатурн заставляет работать сейчас в середине месяца, да, но, по крайней мере, не будет таких раздутых эмоций, не будет настолько страшно и переживательно за какие-то моменты, там, за вторую половинку, да, за работу. Все то же самое, прикреплю здесь видео, посмотрите, или в конце ролика, досмотрите это видео до конца, и в конце ролика тоже прикреплю это видео, за что отвечает в вашей натальной карте Нептун, управителем какого дома он является, и какие сферы именно в этот момент ретроградного Нептуна будут у вас задействованы максимально, да. И здесь, конечно же, что нужно делать? Понимать, что все проходит, не скатываться в депрессию, не начинать какие-то странные моменты, потому что ретроградный Нептун это всегда про зависимости, зависимости разные, зависимости, потому что страшные, естественно, либо это алкоголь, либо это различные там никотиновые зависимости, зависимости даже от человека, у кого-то это зависимость от работы, то есть маниакально человек трудится, и он не может расслабиться, в том числе с учетом того, что еще накладывается ретроградный Сатурн, здесь понимаете, чтобы это не ушло в ваше разрушение. Понимаете, что да, в какие-то моменты грустно, печально, переживательно, но, ребята, ну не настолько для того, чтобы куда-то уходить. При этом хорошее время для самокопания в творчестве, можно сходить к психологу, можно пока почитать психологическую какую-то книжку. Все нормально, чтобы разобраться со своими эмоциями, чувствами, страхами и пойти дальше. Потому что это та история, которую необходимо будет все-таки пройти, она не на один день. Она на несколько месяцев, и сложную осень мы встретим как раз-таки на этих ретроградных планетах. Поэтому здесь, да, мои дорогие, ни в коем случае не уходите в депрессивное состояние. По крайней мере, я бы так сказала, вот этот накал только начинается, потому что у нас 6 июля уже новолуние, и новолуние это будет красивое и в раке. И здесь, понимаете, ребят, новолуние в раке, на небе вот такой большой красивый трин, который как бы и говорит, что можно и не то, что вот просто поработать, да, можно немножко даже чуточку, может, подрасслабиться, да, потому что в этой энергии там и Венера, ваш управитель, находится в соединении с Луной, так можно где-нибудь расслабиться, да, но после этого новолуния у нас, ребята, все, я бы так сказала, не все так радужно, да. С 7 июля у нас на небе Венера, оппозиция Плутон. Здесь, конечно же, про что? Вы все знаете, что Венера ваш управитель, который заточен дарить вам и финансы, и партнера, и тот уровень жизни, достатка, радости и счастья, который вы любите, к которому вы стремитесь. И здесь история того, конечно же, что захочется много чего переделать, захочется, во-первых, обнажаться все эти истории в личной жизни, потому что новолуние в раке это всегда про любовные отношения, про связь, про роман, про внутреннее душевное, да, и здесь история того, что если вдруг вы поймете, что вас вообще не устраивает все то, что у вас в жизни есть, ваш партнер, ваша семья, ваша личная жизнь, тогда, конечно, вы начнете копать по максимуму. Венера, Плутон, про что этот аспект, если он еще есть в ваших натальных картах? Но вообще для весов эта история такая, я бы сказала, всей жизни, потому что Венера это партнерский знак, партнерская планета, да, весы это партнерский знак, и здесь история про финансы, про любовь, про то, что вам нравится вообще делать, выбирать работу, которая вам нравится, выбирать одежду. То есть здесь вообще вот слово «нравится», то, что я люблю, где мне комфортно, где мне хорошо, вот про всю вашу жизнь. То есть Венера отвечает у вас про это. И, представляете, тут Плутон начинает
на 2 недели с 7 по 18 июля просто такой жесткий экзамен, да, в оппозиции. Ты уверена, что тебе это нравится? Ты уверена, что это нормально? Там, или ты уверен? У мужчин этот аспект проще проходит, да. Мужчины не докапываются так сильно до отношений. Мужчины этот аспект проживают на работе. Они борются за те деньги, они борются за тот статус, они борются за тот уровень комфорта, к которому идут, да. То есть здесь у мужчин история такая более материальная, да. У женщин здесь история, казалось бы, проматериальная, такая верхняя панировка вот этой истории, что вот ты мне просто не нравишься, потому что вот мы не живем так, вот как мне хочется. Вот столько лет прошло, а мы так не живем. А внутри на самом-то деле вот история про претензии, про отсутствие обнимашек, про отсутствие вот этой любви. Кажется, что вот не любят, кажется, что издеваются, кажется, как будто специально манипулируют мной, да, то есть это вот такая история, которая у женщины, она работает очень сильно и эмоционально. И здесь, дорогие девочки, я бы сказала, необходимо вот это самообладание на 2 недельки-то вот в себе раскопать, понять, почему вы так к этому относитесь. Особенно если в ваших натальных картах есть этот аспект Венера в соединении с Плутоном, Венера в квадратуре с Плутоном и Венера в оппозиции с Плутоном. А сразу рассказываю, ноги растут из взаимоотношений ваших родителей. Какие были взаимоотношения у ваших родителей? И если они вот у вас были вот такие вот абьюзивные, сложные, маме вашей казалось, это аспект, который вот девочкам передается по наследству, да, то есть у мужчин этот аспект передается, когда не удовлетворена была мама уровнем финансов, да, то есть аспект передается от женщин, да, потому что Венера, Плутон. Если был бы Марс, Плутон, то здесь история, конечно же, папа был бы не удовлетворен. А здесь история Венера, Плутон, значит мама. То есть мужчине досталась вот эта история, да, если вот у мужчин весов вот эта история вот есть в натальной карте, то здесь от мамы досталась история неудовлетворением уровнем жизни, комфорта, финансов, да. У женщин здесь идет недовольство самими отношениями, обнимашками, то есть там, возможно, вам не хватает подарков, а всего-то навсего вам не хватает внимания. Здесь вот эта история. И как там говорится, лечится это, да, прорабатывается это очень легко. Ну просто сядьте вы партнеру, про это скажите. Как правило, до разговоров доходит в самом конце, когда уже нет сил, эмоций кричать, ругаться, кулаками размахивать, да. Это всегда отношения, когда этот аспект всегда про то, когда хочется уже просто ударить, да. Поэтому здесь, да, сложный на 2 недели аспект, который те люди, которые идут в развитие, те люди, которые понимают, что мы столько лет прожили вместе, нас многое связывает, и я не хочу вообще никакого другого партнера, я хочу здесь вообще навести порядок, почему это вообще происходит. Мне вообще, в принципе, все нравится, но почему вот у нас каждый раз такая история? Потому что этот аспект очень часто попадается на самом-то деле, и здесь история того, что ну разберитесь, ну скажите же вы, чего вам уже не хватает. Не хватает внимания, не хватает подарков, не хватает страстного секса, не хватает разговоров по душам, вкусной еды вместе, времяпрепровождений вместе. Перечислять можно сколько угодно. Поехать на отдых вместе, но на отдых поехать и классно вместе отдохнуть, как все эти картинки в соцсетях. Это же исходит из доверительных отношений, разговоров, совместного времяпрепровождения. Это исходит из всего того простого, что кажется нелогичным таким, понимаете? Поэтому здесь история, мои дорогие весы, внутренней глубокой работе. Конечно же, легко можно взять, разрушить все эти отношения, потому что же в этот самый момент, с 7 по 18 июля, у нас Марс будет в соединении с Ураном, и находится все это добро в знаке Тельца. Про что эта история? Это история того, что можно максимально подняться, причем конвертировать вот эти неудовлетворенные свои эмоции в отношениях, да, и не просто доминировать в отношениях, то есть там партнера под себя поднуть, а стать классными, сильными, равноправными партнерами, как любят это знак весы, в истинной своей, вот в идеале, я бы это так сказала, да, и вместе начать пробивать вот этот финансовый потолок, строить бизнес, повышать масштаб своей деятельности, своего брака, в том числе брать более сложные такие задачи. Марс с Ураном как раз таки, ребят, про это. И здесь история того, что начинают соединяться с 7 июля. Это широкое такое соединение.
И длится все это добро до 18 июля и потом начинает разъезжаться. Поэтому здесь, конечно же, 17-18 июля это максимально такое точное соединение, которое здесь либо люди расстаются, либо идут вверх, как раз под конец периода. И, конечно же, хотелось бы сказать, что большинство пойдет вместе, за ручку, дальше, и будет все хорошо, хотя аспекты, конечно же, на то, чтобы и разобраться с этим, и пойти дальше. Да, где-то нужно своей гордыне наступить на горло и сказать: был неправ, была неправа, и ничего с этого не будет. Ну да, был неправ, была неправа, и все. Я не хочу так сложно и печально жить дальше, я хочу счастлив. Вот он, основной корень вопроса, дорогие весы. Поэтому здесь, конечно же, было бы классно, если бы этот июль вы разгребли свои отношения, было классно, потому что это тот самый момент, который не дает вам развиваться в финансовом плане, потому что в финансовом плане развиваться-то будет очень хорошо. Плюсом еще делаем моментик, что кармические узлы все-таки идут у нас по весовскому времени, и те весы, которые родились в первой декаде, будете ощущать все больше движения, наступления вот этих кармических моментов, кармических вопросиков, которые будут, конечно же, вставать на пути. Вам придется заново решать задачи, от которых вы раньше отказались, да, то есть где-то спасовали. И нет в этом ничего такого плохого. Просто выясните эти вопросы и идите вперед, и все у вас будет хорошо. Идем далее. 21 июля у нас с вами на небе полнолуние. Еще одно полнолуние в Козероге. Заметьте, второе подряд за это лето. Но полнолуние в Козероге не просто такое, да. Оно еще в соединении с Плутоном, и максимально остро ощутят это полнолуние весы, которые родились в последних числах весовского времени, на стыке со Скорпионом, да. Здесь, конечно же, будет такая, я бы сказала, сложная такая история того, что захочется все бросить, все уйти. Это, конечно же, вот история вот всего июля, вот этих любовных отношений, переживаний. Уходите вы из отношений или нет. Здесь, конечно же, будет ваш момент такого принятия решений. Работаете ли вы, усложняетесь, идете дальше, повышаете свой уровень, я бы сказала, вот стойкости, да, идете ли вы дальше или нет. Такой, я бы сказала, небольшой экзамен, вопросик, который просто наведет вас на мысли, и все спокойненько пойдут дальше ко всем своим сложностям, потому что... А дальше у нас вообще ни разу не легко и не просто, потому что к концу июля, буквально последние денечки, у нас на небе начинает складываться квадратура Венера-Уран. И здесь, конечно же, с начала августа будет очень точно она чувствоваться. И новолуние, которое будет у нас такое во Льве, Солнце, Луна во Льве, казалось бы, вот на небе ничего такого особо не отягощающего. Хочешь — трудись, хочешь — отдыхай, Юпитер такой благоприятный. Но, ребята, Венера-Уран в квадратуре – это всегда, как правило, аспект разводов. Поэтому здесь история того, что если же вы решитесь в этот момент усложняться, идти бороться с трудностями, то все пройдет хорошо. Это не такой долгий аспект, пройдет гораздо быстрее и укатится. И уже после новолуния этот аспект будет идти, я бы сказала, вы знаете, на такой расходиться на максимум, потому что, ребята, в последние часы новолуния с 5 августа у нас с вами наступает ретроградный Меркурий. И вот если вы с этой любовной историей июльской не разобрались, то она продлится дальше. Конечно, не хотелось бы, да, но все-таки все те, кто зависнут в своих переживаниях, обидах, травмах детства, естественно, как сейчас там модно говорить, продолжится. Но с 5 и по 28 июля у нас на небе ретроградный Меркурий, который до 15 августа, да, то есть у нас с 5 по 28 августа ретроградный Меркурий. И здесь, конечно же, история про то, что быть внимательнее на дорогах, максимально быть внимательными
в том, что вы делаете, подписываете, говорите, я советую ничего не покупать в этот период. Потому что это не просто ретроградный Меркурий, когда вы хотели себе вот что-то вот там вот купить и давно откладывали. Нет, здесь очень много других отягощающих событий, аспектов, которые потом приведут к другим последствиям, гораздо сложных и трудно восполняемых, да. У нас с вами до 15 августа ретроградный Меркурий будет в Деве, и здесь, конечно же, он не просто будет ретроградный Меркурий, он еще будет у нас в квадратуре с Ураном. Да, здесь история того, что прекрасное время, первая неделя и вторая, в принципе, неделя августа у нас хорошее время для того, чтобы сдавать экзамены, защищать свои знания, что-то новое учиться, обучаться, овладевать, отлично. Быть внимательным за рулем поможет Меркурий ретроградный, который в Деве, потому что в Деве это максимально тот Меркурий, который выискивает все наши недочеты, заставляет нас быть внимательными, заземляться, быть осторожными, поэтому здесь и концентрация за рулем тоже хорошая. Чтобы вы понимали, вот Меркурий в квадратуре с Ураном – это хорошая комбинация, потому что Меркурий – та планета, которая любит напряжение. Мы, к сожалению, с вами народ такой, что мы учимся только, когда нас заставляют это делать обстоятельства. Поэтому Меркурий прекрасно учится в напряжении с Ураном, потому что Уран это тоже интеллектуальная планета. На этом фоне хорошо сдаются экзамены, защищаются знания. Прекрасный для этого момент, да. Но когда Венера в квадратуре с Ураном, это совершенно не годится для любовных отношений, для финансовых каких-то проектов, если только вы экспериментируете, и для вас это не особая какая-то такая, знаете, очень внутренняя душевная история. Если вы просто тестите какой-то проект, да, проходит там тестирование, пробуйте, прекрасно. И ретромерк, и Венера в квадратуре с Ураном, и все это вот такое история в Деве, прекрасно для этого, да. Для любовных отношений сложно, для работы в принципе тоже хорошо, проект может какой-то залететь, да, особенно тот проект, который вы очень много лет, например, трудились, не могли сделать, да. Но здесь есть такая история, очень много отягощающих аспектов, которые начнутся совершенно скоро, да. Итак, у нас с 13 августа у нас начинает опять собираться оппозиция, но уже Венера с Сатурном. И здесь история того, что я как раз таки сказала, что лучше не покупать ничего, не тратить много денег. Здесь, конечно же, я бы больше сказала про экономию. И я бы здесь все-таки попросила вас лучше отложить или начать сбережения вовсе. Но у нас до 15 августа Меркурий еще будет в Деве, и с 15 августа он уже вернется во Льва, и здесь, конечно же, захочется наоборот все потратить. Такое ощущение настроения вечеринки, когда, казалось бы, все наши траты окажутся безнаказанными. Но Венера в соединении с Сатурном говорит: не трать, копи, сохраняй, созидай и трудись. Трудись над отношениями. Если появился такой, я бы сказала, холодок в отношениях, начинайте разговаривать. Здесь начинайте не уходить от ответственности, потому что отношения это тоже ответственность двоих людей, да. И, естественно, если кто-то пасует, другой находит эти точки соприкосновения, потому что вы прекрасно понимаете, что все мы люди разные. Кто-то может очень долго вариться в обидах и переживаниях, кто-то нет. Поэтому кто-то будьте умнее, выходите на контакт и спасайте свою личную жизнь. Я, по крайней мере, всегда такое советую, потому что не нужно дотягивать до конца. Венера в оппозиции с Сатурном будет до 30 августа, я бы сказала, последние 2 недели. Здесь история, конечно же, про то, что трудиться, да, в работе тоже могут провиснуть немножко финансы, в работе будет сложно, особенно если Венера у вас управляет 10-м домом, да, то есть если у вас в весах 10-й дом, МЦ, потому что Венера у всех отвечает за 2-й дом, абсолютно, за 2-й и за 7-й дом является сигнификатором этих домов, поэтому у всех, дорогие весы, да, будет история того, что начнется такая, я бы сказала, напряженка в финансах и в любовных отношениях, поэтому здесь запаситесь терпением, это временно. Ну и, конечно же, требует от нас с вами момент ретроградного Меркурия все-таки внимательности, все-таки ответственности
И понимаете, что у нас с вами близится еще одно полнолуние в этом лете, да, оно будет у нас 19-20 августа. Почему две даты? В западном полушарии 19, в восточном это 20. Это у нас будет полнолуние в Водолее. При этом на небе, конечно же, это не просто у нас Венера, Сатурн еще в четкой, в точной оппозиции. Здесь еще Марс в соединении с Юпитером делают квадратуру на этот аспект Венеры с Сатурном. И здесь, конечно же, просто будет вот эмоции, эго, гордыня, мощь, вот захочется поспорить, да, плюс еще к Солнцу, да, то есть вот к этой вот истории, к Солнцу, Луне, к самому полнолунию будет Уран в квадратурах. И здесь, ребят, понимаете, что день накала, день страстей, я бы сказала, максимально такой сложный момент для вообще всей такой, я бы сказала, жизни по всем сферам, и по финансам, и по отношениям, и по карьере в том числе, и по своему мироощущению, потому что Юпитер в соединении с Марсом это всегда про гордыню, а еще это все добро в близнецах, когда хочется бросить, рассмахнуть всю ответственность и вот прям уйти. Это всегда претензии, это всегда хочется кого-то обвинить, другого во всех своих неудачах, потому что Юпитер напряженный, и это всегда про неудачи, когда Юпитер в напряжении, да, нам всегда кажется, что удача нас покинула. Ну и, собственно, сам Уран здесь находится тоже в квадратурах, когда, ну, Уран, это всегда тоже, когда вот Уран приходит на благоприятном аспекте, все всегда говорят, вот это повезло, а когда Уран пришел на напряженном аспекте, все говорят, а что это за вечеринка вообще непонятных событий, которые, что происходит в моей жизни, что за зоопарк, почему вот так вот это все на меня сейчас прям накинулось. Да, ребят, и это все происходит не просто так, а на последних неделях этого лета. С 1 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение, значит, история этого продлится еще и в сентябре, и в октябре. Поэтому, да, мои дорогие, здесь будьте, пожалуйста, сконцентрированы, максимально понимайте и принимайте ситуацию, которая есть, потому что это очередной экзамен вашей личной жизни, в финансах, в том числе и в карьере. Многие, конечно, захотят все бросить, и карьеру, и личную жизнь, и отказаться от всех своих желаний, амбиций, всего того, что вы когда-то хотели. Ребята, ну нет, этот момент временный, просто смотрите, что происходит вокруг, участвуйте в этом, но постарайтесь отделить свои эмоции от ситуации, потому что, конечно же, в эмоциональном состоянии гораздо труднее решать все проблемы, они сложно разруливаются, потому что эмоции сковывают наше внимание, плюс еще и ретроградный Меркурий, здесь, конечно же, последние 2 недели августа будут сложные, плюс еще мировые события будут со всех утюгов вот такие сложные, непонятные, поэтому здесь, да, мои дорогие, не впадайте в депрессию, потому что захочется вот так вот сказать, все, я устал, я ухожу, но понимаем, что с 1 сентября у нас разворачивается Уран, плюсом у нас еще в этот же день Плутон переходит из знака зодиака Водолей в Козерог, а значит, мы вернемся ко всем незаконченным историям, которые были в нашей жизни 2 последних года, когда Плутон как раз из Козерога в Водолей метался. Это последняя ингрессия Плутона в Козерог. И здесь, конечно же, мои любимые, дорогие весы. Да, те весы, которые родились в конце весовского периода, вот уже вот на стыке со Скорпионом, кто пишет, я Скорпион или я еще весы, но вы все-таки весы, вот вы будете максимально ощущать эту мощь, и если же вы владеете энергиями Сатурна, тогда у вас получится классно разрулить этот период, да, потому что все-таки Плутон здесь будет делать трин. Это классный, благоприятный, мощный аспект, но очень много людей не могут с ним справиться, и не просто все те возможности, которые в жизни есть, они их теряют. Начинается идти разрушение того уклада жизни, который есть. Поэтому здесь, конечно же, поймите, что осень не заточена на то, чтобы разрушить, и, собственно, этот август, да, не заточена на то, чтобы разрушить вашу жизнь, а для того, чтобы наоборот поднять. И эти трудности, которые были в конце августа, осенью вы только сможете сделать больше, и у вас на самом-то деле будет хорошо. Я не скажу, что это лето будет каким-то суперлегким. Нет, оно нацелено на такое большое самообладание духа, естественно, да. И здесь понимаете, что
Во-первых, нет задач невыполнимых. Каждому дается по силе. Ну, то есть нет того, что мы не можем выдержать. Да? Конечно же, если мы понимаем это умом, понимаем, что это временно, что это пройдет, да, значит, это уже решается проще. И понимаете, что все то, что с нами случается, сделано только для того, чтобы поднять нас на новый уровень. Не было бы этих проблем, были бы другие похожие, и все равно пришлось бы с чем-то разбираться. Так мы растем, так мы продвигаемся к своей реализации, к своей цели по жизни. Вот такой, я бы сказала, дорогие мои любимые, красивые весы, будет ваше лето. Я хочу, чтобы оно не было у вас лето надежд. Я хочу, чтобы оно было у вас продуктивным, душевным, любовным, финансовым в том числе, да. Но здесь, конечно же, история вашего внутреннего самообладания и готовности к борьбе, к работе, ко всем тем историям, которые вы так давно откладывали. Помните, что еще кармические узлы идут по вашему знаку, и вам необходимо до конца 2024 года максимально распрощаться со всеми теми привычками, которые мешают вам жить, со всеми теми мыслями, окружением, возможно, да, со всем тем, что не дает вам подняться вверх, да, то есть все то, что мешает вам по жизни. Но уже отпустите эти эмоции, простите, и будет вам хорошо, и будет вам счастье, потому что наша нереализация в материальном мире зависит от нашего эмоционального мира. Да, дорогие, здесь всегда работа головы, мозга, как угодно называйте, психологическая работа, для того, чтобы мы просто пошли вперед и начали зарабатывать те деньги. Партнер у нас появился тот самый, или мы обрели наконец-то счастье в личной жизни, но это все складывается вот здесь в голове. Поэтому складывайте свой пазл, и все у вас будет хорошо. Дорогие мои любимые весы, это был ваш гороскоп на лето 2024 года. Я надеюсь, что была полезна. Было интересно. Снизу, естественно, тайм-коды, ссылочки на консультацию летом до 1 сентября, потрясающие цены специально летние. Если же у вас остались вопросы, оставляйте под этим видео с датой, временем и местом вашего рождения. Ну и, конечно же, вопрос, ребята, если вы просто пишете свои данные, пишите вопрос, что именно вас сейчас интересует. Либо же жду на консультации, буду всех рада видеть. Летом у меня продуктивная, активная работа. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца. По классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не видели, посмотрите и примите верное решение. И все у вас будет на самом-то деле хорошо. Главное не пасовать и не прятаться, и не откладывать. В этом году уже откладывать нельзя. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.